Количественная работа состоит в том, что мы оцениваем с высокой точностью интервалы между сходными картинками. Ошибки там идут в диапазоне 10/7, 10/12 минус. Поэтому это точные данные, это количественные оценки. Но то, что вы говорите, по-видимому, вы говорите о корреляции состояний. С магнитными полями не получается. С фазами Луны, кажется, получается. Но я не знаю этого. Я боюсь. Вот опять мне все чаще надо будет говорить «не знаю». Чем больше... Знаете, любимый у меня философ был, ну, правда, я его знаю мало, Николай Кузанский, католический кардинал. Он написал книгу и ввел в науку, вслед за Сократом, понятие истинного незнания. Он написал книгу об истинном незнании. Вот я вошел в области истинного незнания дальше многих. Я теперь боюсь утверждения. Вот пока не сделано, кто его знает, так все поворачивается неожиданно, что лучше слова «не знаю» с обоснованностью пока нет. Вот этого я не знаю. Есть Борис Михайлович Владимирский в Крымской обсерватории, гордость когда-то Советского Союза, который очень много... Алло. Одну секунду. Да, пожалуйста, потому что у меня созрел вопрос тоже. Господин Шнур, все-таки вы не могли бы сказать, какие перспективы в своей работе вы видите с точки зрения развития современной науки? Какие положительные результаты практически можно получить, используя ваши труды? Практически не знаю. Я думаю, что для практики ни к чему моя работа. Ни к чему. Никому не нужно знать тонкую структуру, кто делает обычные измерения. Средние, среднеквадратичные и еще два момента, и хватит. Человечеству для большинства работ хватит. И только для тех, кому надо знать состояние мира, а много ли людей, которым надо знать состояние мира, я думаю, несколько человек на Земле. Пока не знаю ничего больше. Поэтому... А удавалось в гистограммах отмечать какие-нибудь геотектонические события на Земле? Это каким-то образом коррелирует, связано? Это влияет? надо делать. У нас есть энтузиасты этого дела, но я не могу этого. Вот это все только истинное незнание. Кажется, очень много. Дело вот в чем. Магнитуды землетрясений настолько грубы. Ну, 9. А мне надо хотя бы трехзначные числа. Для анализа мне нужна тонкую, аккуратную работу. Это они не делают, это очень странно. И вообще вся область геофизики такой, вся впереди, нет сил. И есть контакт с Институтом физики Земли, мои высокочтимые коллеги там, но сами-то они делать не будут. Кормили бы аспирантов. Просто бы делали бы стипендию, чтобы они могли жить, ну, гранты называется, хотя бы они могли, ну, просто не подрабатывать круглые сутки уроками чем-то еще. И молодые люди, и среднего возраста не могут так жить. А здесь я себе могу позволить. Мне что? В 2 местах профессор. Я могу себе позволить сидеть все остальное время у компьютера и смотреть. Они должны искать деньги. Вот мы договорились с вами до любимой темы, очень многих, кто приходит в эту студию, это будущее науки, каким оно видится в 21 веке. И здесь, поскольку происходит очевидный разрыв между поколениями... Ужасный. Я боюсь, что уже почти необратимый. Но вот еще год-два мы умираем, мы всем их кого-нибудь хороним. Это просто ужасно. Это поколение... Это означает разрыв и в традиции, и в школе? Он необратим, может быть. Я уже думаю, что может быть уже необратим. Ну, не знаю. Нет, ну, правда, я сегодня принимал экзамен. У меня сегодня были замечательные студенты физфака. Ну, как вы сами прогнозируете, какое количество? Уедут. Вот, уедут. Эти замечательные... Вот те 8, которые меня сегодня восхитили из 20, уедут. Ну, вот смотрите, они уедут. Вы выпустите еще 8, еще 10. А потом некому будет выпускать. Еще 12, некому будет выпускать. Кафедра наша держится. Кафедра биофизики, физического факультета держится. Это не самая большая проблема. Самая большая проблема, что рано или поздно на Западе, куда они едут, тоже насытится рынок. Не только насытиться рынок. Еще такое... знаете, что жалко? Они же увозят все, что мы накопили, не потому, что мне надо прекратить утечку. Это все вранье. Это не утечка, это на сохранение. Ну вот вы работаете... Вот выступал человек и говорил сейчас о реакции Белоусова. Борис Павлович Белоусов и аспирант Жаботинский. Он же то ли Жаботинский уже больше 10 лет там, и он там тихо где-то работает, свою же реакцию изучает. Ну что это такое? А здесь у нас реактива даже нет на эту реакцию. Мы столько лет ею занимались. Мы заложили все основы. На нашей базе возникла наука синергетика. Просто в нашем институте. Наш директор Иваницкий и все, кто, значит, к этому имеет отношение, это все люди, Молчанов все время, любящие дифференциальное уравнение. Наука возникла у нас, первый конгресс был у нас.
Где сейчас? Кто? Кто в Ницце, кто в Дании, ну, в Штатах большая часть. Мы ну, сколько можно? Сколько можно из одного источника брать принципиальные постановки вопросов? Потом американцы и прочие это вообще не могут. Они сшибают гранты на рыночном ажиотаже. А позволить, как мне, подумать, какое государство было. Так ведь другое. Я 50 лет занимался, конечно, всем, я платил преподаванием, там все, но ведь меня же никто не выгнал с работы. Правда, я старался не афишировать свои занятия, но все равно все знали, что вот там работы идут, а он все делает одно и то же. Сейчас прервемся на рекламу. Когда вернемся, ждем ваших вопросов. И мне все-таки хочется понять, что же будет, когда и тот рынок насытится нашими специалистами, а новые все будут поступать, хотя, как вы говорите, учить уже будет ужасно. Некому. А реклама? Пусть не будет. Ну, в эфире у нас буквально 2 минуты. Осталось всего, да? Да, и я не буду вас призывать быть более оптимистичным после всего, что было сегодня сказано здесь, но давайте все-таки попробуем спрогнозировать. Я слышал такие утверждения, что наука все-таки в 21 веке, она должна вернуться в келью, в монастырь. Да. То есть ученых должно стать меньше в 10 раз, и они должны все-таки занимать другую социальную позицию в обществе, чем в 20 веке. Вы согласны с этим? Значит, это зависит от того, какая наука. Наука состоит из 2 сортов. Наука пионеров всегда была штучной, всегда единицей и всегда в нищете. Это норма, так и должно, может быть. Это должны эти люди, которые идут не с тем, чтобы стать академиками и вице-президентами. Подвиг, по сути. Подвиги. Обязательно, и это внутренняя потребность, тут никого не надо звать. Надо только их не убивать. А другая наука — обработка. Я давно, в книге у меня это есть, деление на геологов и ювелиров. Некто вычисляет, где должны быть алмазы, над ним смеются. В Якутской Талге нашел, только сейчас в Архангельске. Вот еще. Он умирает, его забывают, потом находят, потом кто-то добывает, приносит невзрачные камушки. А потом ювелиры делают прекрасные бриллианты, получают гранты, устраивают праздники, и туда придет в ресторан замызганный, грязный, в робе открыватель, да его туда и не пусть, кто же без галстука, или вообще без галстука бабочка, без смокинга идет в ресторан. Вот и все. Геологи, ювелиров должно быть много. Их надо делать фабрики. Это настоящая, это молекулярная биология сейчас. Вот геном читать. Это отдельная тема, я тут близок к этому. По специальности даже. Геном — это фабрика колоссальная. Мы тут находимся в ужасном состоянии. Мы не сделали там ничего. Весь мир делал геном. Ну и хорошо. Только бы нам некому скоро будет понимать, что они там сделали. Но еще есть немножко. Нам бы надо было сохранять ювелирную науку и платить им все. И они, конечно, господи, человек, который неправильно делает грань алмазную, ведь его и повесить могут в средние века. Значит, он причащается, переодевается, молится и делает правильную грань. Это достойно уважения. Но найти-то надо алмазы. И эта наука не должна быть сокращена ни та, ни другая. А российская наука настолько беднее американской, что, как сделал Гайдар и Салтыков, определили, вот и вы говорите, там в 10 раз меньше, неизвестно, это само должно само образоваться. Но если страна должна быть великой, а мы так говорим с гордостью, будто бы неизвестно на чем основан, ну, по традиции, может быть, то нельзя некоторые области науки не иметь. Это очень сложное дело. Мне, в общем, кажется, что и Путин, который слушает разных людей, вот собирается, и так очень все мило, в доме они там беседуют, они высказываются. У них безвыходная ситуация. У меня есть лозунг. Лозунг отчасти в этой книге. Ни одно государство не может поддерживать свою науку само. Только союз, так сказать, вот промышленников и науки. Бескорыстно. Вот эта вся моя книга посвящена этому, на самом деле. У нас такие традиции до революции были, что вот об этом книга, о том, как наш Нобель, наш промышленник, наш Леденцов, о котором мы забыли, великая княгиня Елена Павловна, Полицей Ольденбургский, вот это дело наук. И если у меня сейчас конкретный призыв собрать молодых людей и старых людей вместе с промышленниками и сказать: братцы, хотите, чтобы была страна? Ничего вы за это не получите, кроме одного. Ну, вы видели в Штатах. Корпус университетский, корпус такого-то Олсона, корпус такого-то, корпус такого-то, корпус такого-то. Много ли им чувства? А иначе ничего не найдет.